Like Shalawakar, for example. Итак, например, Шенлаукар means the deity of Shin, white light deity of Shin, right? И его имя переводится божество Шен белого света. It's being in the center. Он в центре. And then there are 6 Buddhas. И вокруг него 6 Будд. And they are not center, they are kind of smaller. И они не в центре, они меньше. What it's saying is, what is the center in you? И это показывает нам, что является центром в нас. So, for example, you might create a hell realm. Например, вы можете создать мир ада. Okay. Whole story of hell realm, whole story of hungry ghosts, whole story of animal realm. Different realm you create, but there is a center. Вы можете создать целый мир ада, целый мир голодных духов или целый мир животных со всеми его особенностями, но при этом есть центр. You have to recognize that. То есть вы это заметили, увидели. So when we say self-realization, и когда мы говорим самопостижение, if you know yourself, если вы знаете себя, if you feel connection to yourself, если вы чувствуете связь с собой, love yourself, если вы любите себя, if you're in peace with yourself, если вы в мире с собой, if you know you're worthy, если у вас есть чувство собственного достоинства, если вы чувствуете себя полноценным, если вы знаете, что у вас есть все, что нужно, то это центр. And then you don't look for outside something. И тогда вы не ищете чего-то снаружи. You will find something outside. Вы будете находить что-то снаружи. Because you found something inside. Потому что вы нашли что-то внутри. When you don't find inside, когда вы не находите что-то внутри, you look for that outside, то вы ищете этого снаружи. You don't find that outside, но не находите этого снаружи. Even you think you found something. Даже если вам кажется, что вы что-то нашли. Sooner or later you realize that is not the one you're looking for. Рано или поздно вы поймете, что это не то, чего вы искали. And it comes back to the center, not realizing the center. И все равно вы возвращаетесь к тому, что вы не видите свой центр. That makes sense? Это понятно? For even love, и даже любовь, trying to love somebody or trying to love something. Когда мы пытаемся любить кого-то или что-то, it's hard to love something. Трудно что-то любить. Do you love your life, for example? Вот, например, любите ли вы свою жизнь? Or did you like the lunch? Или любите ли вы обед? Or did you whatever, because maybe you don't like things, even they are likable. И, может быть, вы что-то не любите, даже если это достойно того, чтобы любить. Because in the core, in the center, you don't feel the love in you. Потому что в своем центре вы не ощущаете любви. So that's important to remember. The core, which manifests all the surface qualities. И важно помнить, что есть такое ядро, из которого отображаются всевозможные поверхностные качества. And it's also even these positive, what we call virtue or positive emotions, are good thing. И хотя то, что мы называем добродетелью или позитивными эмоциями, это что-то хорошее. Love is important, right? Вот любовь это важно, да? Do you trying to love somebody? Вы стараетесь ли вы кого-то любить? You're trying to love somebody, loves things. It's how easy it is. Стараетесь ли вы любить кого-то или что-то, и насколько это легко? Or how hard it is. И насколько это трудно? It depends very much on your relation to yourself. И это во многом зависит от вашего отношения к самому себе. You get tired of loving somebody. Вы можете устать от того, что вы кого-либо любите. Или же вы можете устать от вежливого обхождения с кем-то. Или же вы можете устать от того, что вы безупречны на своей работе. Или же вы можете устать от того, что вы милы с кем-то. How many people are tired of work? Maybe many, right? Кто из вас устал от работы? Может быть, многие. Trying to be good, trying to be good, trying to be good. Когда вы стараетесь делать все хорошо делать. Or trying, how many of you are tired of helping somebody? Или же кто из вас устал от того, чтобы помогать кому-то? Why you get tired? Почему вы устаете? Because it's not connected.
Потому что нет связи. The help is not coming out of the connection. То есть связь не происходит, вернее, помощь не происходит из связи, а помощь происходит из отсутствия связи, из обязательства, из усилия, из анализа, из концептуализации. А она не происходит просто вот так. So that's important to remember the core. Core is akar, ame. This to learn. Akar, ame is the core. И важно помнить об этом стержне. Акар, аме, они указывают, вот эти слоги указывают на стержень. It's also always good to remember any given moment. И также хорошо помнить, что в любой момент времени draw attention inward. Вы можете направить внимание внутрь. Feel the stillness. Почувствовать покой. In your body. В теле. Rest. И покоиться в нем. When your body is like getting agitated, recognize it, feel the stillness, rest. Когда ваше тело начинает возбуждаться, волноваться, замечайте это и возвращайтесь в состояние покоя и покойтесь. When too many voices, когда слишком много голосов, painful, confusing, болезненные, сметенные, непродуктивные, recognize, замечайте это, that you're doing it, что они у вас возникают, эти голоса. Listen to the silence, и тогда слушайте тишину, rest. И покойтесь. When your mind is going with so much imagination, когда в вашем уме возникает слишком много образов, no clarity, и нет ясности, no benefit, нет пользы, losing the ground, вы теряете почву под ногами, вы почти как сумасшедший. Recognize, замечайте это, feel the space, чувствуйте пространство, rest. И покойтесь. Rest in mind, rest in the speech, rest in the body. Покойтесь в уме, покойтесь в речи, покойтесь в теле. Rest when you know it's going crazy. Покойтесь, когда вы замечаете, что сходите с ума. То есть входите в состояние покоя. Because it's interfering. Потому что это вам мешает. You rest in order to connect the center. Вы погружаетесь в покой для того, чтобы установить связь с центром. Like each place in the body, for example. Например, в теле. When you rest. Когда вы покоитесь. Some point you feel like you connect the ground. Вы как-то можете почувствовать, что у вас возникает связь с основой. Deep inner stillness, not only the stillness of your body, but the inner stillness of your essence. То есть это не только покой вашего тела, но это глубокий внутренний покой вашей настоящей сущности. That's the center. Это центр. When you listen to the silence, you feel deep inner silence, not only the absence of noises or voices. И когда вы слушаете тишину, вы слышите глубокую внутреннюю тишину, а не только отсутствие шумов или голосов. Or listening to the absence of noises is the door to find that, but then you find you got the center, the essence of mind. И когда вы прислушиваетесь к отсутствию голосов, то это дверь к этому, дверь, ведущая к этому, но затем вы входите в эту дверь и погружаетесь в глубокую сущность ума. So there's two stages, remember? Итак, есть два шага. First, listening was to stop doing which is very unhealthy. Сначала мы прислушиваемся для того, чтобы перестать делать то, что очень не полезно. Staying there enough is the reason that you enter to the center. И поскольку мы достаточно долго этим занимались, это становится причиной для того, что мы входим в центр. Once you're in the center, но когда мы в центре, then from that place, then quality will any of the six Buddha will come. Затем из этого места возникают различные качества, любой из 6 Будд. Or any of the six quality will come, like love. Или любое из 6 качеств проявится, такое как любовь. Or like generosity. Или щедрость. You'll feel it. И вы почувствуете это. Very, very spontaneous, very natural, effortless. Очень спонтанно, естественно, без усилий. Very deep. Очень глубоко. You feel certain qualities.
вы почувствуете какие-то качества. When you feel this quality, И когда вы чувствуете, you allow it, not manipulate. что появляется это качество, вы позволяете ему быть, а не манипулируете им. You just notice, you just see. Вы просто замечаете, видите его. Until it begin to have movement of its own, voices of its own, imaginations of its own. И пока это качество не начинает обретать собственные движения, собственный голос, собственные образы. Those movement, those voices, those imagination will change your life and the life of others. Эти движения, эти голоса, эти образы, они будут менять вашу жизнь и жизнь других. And all those, how you say, quality, it's like an enlightened awakening. И вот все эти качества, они как являются просветляющими, это как просветленное пробуждение. Because it's free, in its way it's free. It's not obliged to do anything. Потому что они сами по себе свободны, они не обязаны что-то делать. Or because it has the quality of akar, just pure and boundless, unbounded. Они обладают качеством акар, они просто чисты и неограничены. And it has a quality of the awareness, it's a luminous, it's connected. Они обладают качеством осознания, они светящиеся, они со всеми имеют связь. And it's like energy, it's like gives a fire. И это как энергия, оно дает нам огонь. It gives a fire to your body, fire to your voice, fire to your mind. Это дает огонь для нашего тела, для нашей речи, для нашего ума. Any different scales, it will change something. И различные умения, то есть это что-то меняет. It will begin to change in you, to you. And it will also display out as a leadership out in the world. Whatever your role is as leading somebody, even leading a child, leading a family, or leading a community, or leading a company, leading a country, whatever you're leading, it will give you that enlightened leadership qualities. И это будет появляться внутри вас, но и также в любой ситуации, в какой вы находитесь, это будет, в вас будут проявляться такие качества ведущего или проводника, или предводителя, будь то семья, или работа, или какая-то компания, община, то есть у вас будут пробуждаться, появляться такие просветленные качества, позволяющие вести других. So real positive force for change in our life. Реальная позитивная сила для изменения своей жизни.